humanity. Так вот, совсем недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США назначила встречу на 30 марта 2023 года, чтобы обсудить возможность заключения мирового соглашения с компанией Ripple. А теперь это закрытое заседание, которое состоится 30 марта 2023 года в 2 часа дня по восточному времени и которое можно найти на сайте SEC. Это правительственный веб-сайт. Это, конечно же, закрытое заседание, и мы рассмотрим его более подробно. Хорошо, а теперь рассмотрим это более подробно. В нем действительно указаны время и дата проведения этого заседания. Место, в котором оно будет удаленным или может быть проведено в штаб-квартире комиссии. Это закрытая встреча, а это значит, что любой человек, находящийся на публике, не сможет услышать или выслушать то, о чем говорится на встрече. И, конечно же, самый важный аспект, который мы рассматриваем в этом видео, это тема этой встречи. И именно это подводит нас к идее возможного урегулирования спора с командой Ripple и SEC к 31 марта. Теперь предметом рассмотрения будет возбуждение и урегулирование судебного запрета, возбуждение и урегулирование административного разбирательства, а также разрешение судебных исков. В дополнение к другим вопросам, связанным с экспертизой, также исполнительное производство. Так вот, причина, по которой мы считаем, что эта встреча напрямую связана с урегулированием, заключается в том, что она назначена на 30 марта. И было много людей, которые вышли и заявили о том, что, по их мнению, урегулирование должно произойти 31 марта. Мы собираемся показать вам, ребята, что это также докажет, что возможность урегулирования МУС в Ripple к 31 марта, скорее всего, является самой большой возможностью. На самом деле, эта информация поступит от двух крупных юристов КСРП, которые занимаются этим делом уже некоторое время и достаточно известны в сообществе, а также от генерального директора и технического директора Ripple. Конечно же, это очень содержательное видео, поэтому прежде чем мы перейдем прямо к нему, я прошу вас, ребята, пожалуйста, нажмите кнопку «Мне нравится», давайте наберем 500 лайков. Вы подпишитесь на канал с уведомлениями о ваших публикациях и поделитесь этим видео, а также оставьте комментарий ниже, потому что я буду читать каждый комментарий и отвечать на него. Как бы то ни было, давайте сразу перейдем к видео. Хорошо, а теперь первое, на чем я хочу сосредоточиться, это Джон Дитон. Известный юрист в криптосообществе, был основателем криптоправа. Мы постоянно публикуем все обновления по судебным искам КСРП и Ripple. Теперь он также представляет интересы более 75 держателей КСРП в гражданском деле против SEC. И это последовательно укрепляет его позицию в рамках судебного процесса по делу о мошенничестве SEC. Теперь он лично вышел и рассказал о том, как он видит окончание судебного разбирательства в упрощенном порядке, апелляцию, суд в упрощенном порядке и даже урегулирование, происходящее между обеими сторонами и комиссией по ценным бумагам и биржам. А вот это, на мой взгляд, действительно хороший клип, потому что он собирается кратко изложить вам, ребята, позицию выдающегося человека, который является адвокатом. И он собирается поговорить с вами, ребята, о возможности урегулирования спора и о том, когда, по его мнению, это произойдет. И еще одна вещь, прежде чем я действительно начну этот клип, заключается в том, что я хочу убедиться, что вы, ребята, обращаете внимание на разные даты, которые нам назначили. И поэтому, прежде чем я выкину этот ролик, я хочу показать вам, ребята, еще одного адвоката, который рассказал о факте подачи иска в комиссию по ценным бумагам и биржам США и возможности мирового соглашения. Джереми Хоган, хорошо известный человек, а также адвокат, который уже довольно давно работает в сообществе КСРП, ответил на твит, в котором говорилось: можем ли мы ожидать, что это дело закончится в этом месяце или нет? Никто не хочет ничего прояснять по этому поводу. С Джереми Хогансом мы играем, и я думаю, что это абсолютно точно закончится на ней раньше. Извини, мне пора идти. Так вот, несмотря на то, что он не назвал точную дату в этом точном твите, он повторил тот факт в нескольких разных твитах, что, по его мнению, 31 марта станет днем возможного урегулирования, и поэтому в данном случае он просто подтверждает это для нас. Вдобавок ко всему, на самом деле было несколько просочившихся сообщений о том, что встреча между Ripple и SEC запланирована на 27 марта 2023 года. Теперь это снова совпадает с идеей, знаете ли, волнистости. Смотрите, продолжайте и проведите встречу, на которой они обсудят урегулирование 27 марта. А затем через 3 дня комиссия по ценным бумагам и биржам проведет свое собственное внутреннее совещание в рамках встречи Sunshine, и они, скорее всего, поразмыслят над этим. На встрече, которую они провели с Ripple, они приняли совершенно четкое решение прямо здесь и сейчас. А теперь, прежде чем я перейду к каким-либо заявлениям, с которыми выступили генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус и технический директор Ripple Дэвид Шварц, известный как Джо Касс, в отношении результата рассмотрения дела SEC против Ripple или мирового соглашения. Давай продолжим и действительно снимем клип, в котором Джонни Дитон рассказывает о возможности урегулирования спора в рамках судебного процесса Ripple против SEC. И рассказывает о результатах, которые вы, скорее всего, сможете увидеть в результате этого судебного процесса. Я пришел сюда и сказал, что если компания Ripple обратится в Верховный суд, то они обязательно победят. Вот теперь я могу сказать об этом довольно уверенно. Я сказал, что уверен в этом на 100%, а ты не во многих вещах уверен на 100%, потому что Верховный суд отменил решение по делу Роу против Уэйда. Независимо от того, какова твоя позиция по этому вопросу, это был 50-летний прецедент. Они консервативные судьи-консерваторы. И если ты взглянешь на дело агентства по охране окружающей среды Западной Вирджинии, о котором мы недавно говорили с профессором то увидишь, что именно в этом случае они дали пощечину агентству по охране окружающей среды за расширение его юрисдикции без разрешения Конгресса. Тебе это кажется знакомым? Ты что, из федерального агентства?
А если ты посмотришь на Майкла Келлога в его фирме, то увидишь, что он специалист по вопросам регулирования и обжалования решений. И поэтому, если комиссия по ценным бумагам и биржам добьется безоговорочной победы, чего я не думаю, что произойдет, но если бы они это сделали, это наверняка будет обжаловано. И Ripple просто продолжит вести бизнес так, как они это делали, а затем мы будем ждать и наблюдать за победой в апелляционных судах. А теперь, на мой взгляд, более интересный вопрос заключается в следующем. Если судья Торренс одержит победу над компанией Ripple, подаст ли комиссия по ценным бумагам и биржам апелляцию? И я не вижу причин, по которым они стали бы подавать апелляцию. И вот что я тебе скажу, Ник, наилучшие шансы у комиссии по ценным бумагам и биржам прямо сейчас есть у судьи Торреса в Федеральном окружном суде за все. Что я тебе только что рассказал о том, почему компания Ripple подаст апелляцию. Так что же, если Ripple победит, будет ли Гэри Гинзберг работать в SEC через несколько лет или через 5 лет, если дело дойдет до Верховного суда? Конечно же нет. Так что если ты знаешь, что с большой вероятностью проиграешь апелляцию, но можешь добиться политической победы прямо сейчас, как ты думаешь, что собирается делать Гэри Генслер? И то, что я подразумеваю под политической победой, это лучшее, что может быть у комиссии по ценным бумагам и биржам в случае проигрыша. Это угроза подачи апелляции. Так вот, думаю ли я, что они будут угрожать подать апелляцию? Конечно. И что же тогда произойдет? Они воспользуются угрозой подачи апелляции, чтобы попытаться договориться об урегулировании после решения судьи Торреса, когда они смогут сказать: «Хорошо, Ripple получит то, что мы откажемся от нашей апелляции. Мы согласимся с решением судьи Торреса о том, что продажи на вторичном рынке не являются ценными бумагами и что ваши текущие и будущие продажи не являются ценными бумагами. Если ты согласен заплатить $25 миллионов, выбери цифру, не так ли? И Ripple вполне может принять это во внимание. И тогда Гэри Генслер мог бы сказать: да, мы одержали победу. Мы получили миллионы и миллионы долларов, но что еще более важно, в наши дни он добивается достижения других своих целей. И в этом-то вся проблема. И вот Элли Торрет сказала, что они даже усиливают контроль за криптографией в SEC прямо сейчас, хотя год назад они удвоили контроль за криптографией SEC. Так зачем же тебе было подавать апелляцию, идти на риск проигрыша, когда ты мог бы добиться этой политической победы? А Гэри Джестеру наплевать на закон. Ему наплевать на инвесторов. Он заботится только о себе и своих политических амбициях. Так вот почему я так себя чувствую. Генеральный директор Ripple заявил в многочисленных интервью, что ожидает ответа на иск Сива к первой половине 2023 года. Так вот, эта статья была опубликована 11 октября 2022 года, так что нет, это не совершенно новая статья, которая только что была опубликована. Но я хочу подчеркнуть кое-что, что является частью этой статьи. А именно тот факт, что несколько раз Ripple и SEC проводили принудительные переговорные встречи в рамках суда «Вот твое правило». Так что я не уверен, что вы, ребята, знаете об этом, но как бухгалтер, изучавший предпринимательское право, вам говорят, что в процессе судебных разбирательств предприятия и компании, которые судятся друг с другом или имеют какие-либо конфликты, вынуждены отложить эти конфликты в сторону и договориться о соглашении. А затем, если это соглашение не приведет к каким-либо результатам в качестве мирового соглашения, они продолжат судебный процесс. Так вот, в течение этого периода времени, описанного в этой статье, эти переговоры действительно происходили. И я хочу убедиться, что вы, ребята, понимаете, что существует вероятность того, что, возможно, было достигнуто значительное мировое соглашение. Вы знаете, переговоры состоялись, и что SEC и Ripple действительно договорились о каком-то урегулировании, которое должно было состояться в будущем. Так вот, я говорю об этом еще и потому, что компания Ripple в тот момент также упомянула, что они рассмотрят возможность проведения саммита сессии. Если регулирующий орган заявит, что XRP не является ценной бумагой, заявил Гарлингхаус во вторник. Случаи, связанные со всей отраслью, говорят о том, что все признают, насколько это важно для нас. Так что я сообщаю вам, ребята, не просто случайную информацию. Нет, вся эта информация основана на фактах. И, как я уже сказал, есть причины, по которым это заставляет меня так думать. И этот конкретный абзац даст тебе эту информацию. Сейчас это не имеет никакого отношения к урегулированию спора. Но, как вы, ребята, можете видеть, Дэвид Шварц, технический директор компании Ripple, написал в своем твиттере, что вот пример того, о чем я никогда не должен писать в твиттере. Просто взгляните на сумму $589 и посмотрите на третий день 28 февраля 2023 года, который приходится на вторник. Это заставляет вас задуматься, потому что в понедельник состоится заседание Совета директоров по урегулированию проблемы Ripple, в которое лучше всего верить. Так что еще раз повторяю, ребята, вы, наверное, можете сказать, что налицо множество признаков того, что ведутся переговоры об урегулировании. Как вы, ребята, можете видеть, это один из них. Вот именно то изображение, которое было опубликовано Дэвидом Шортом в интернете. Дата 28 марта, то есть фактически в тот же день, когда состоится заседание комиссии по ценным бумагам и биржам против Ripple. Назначено на понедельник 28 марта 2023 года, а
затем 30 марта 2023 года СЭ проводит внутреннее совещание, на котором они собираются обсудить возможность урегулирования. Итак, еще раз повторяю, вот точная тема той встречи, которую СЭ собирается провести внутри компании. И все, ребята, похоже, в точности соответствует тому факту, что Ripple и в этом году собираются урегулировать к 31 марта. Хорошо, а теперь я не хочу отнимать у вас слишком много времени, я просто хотел сказать вам вот что. Если вам, ребята, действительно понравилось подобное видео, и вы хотите получить больше видеороликов, которые были бы прямолинейные и просто давали бы вам необходимую информацию, пожалуйста, нажмите кнопку «Мне нравится». Если бы мы набрали 500 лайков, я был бы чертовски счастлив. Подпишитесь на канал с включенными уведомлениями о вашем темпе и поделитесь этим видео со своими друзьями и семьей, а также оставьте комментарий ниже, потому что я буду читать каждый комментарий и отвечать на него. Большое вам спасибо, ребята, за просмотр, и увидимся в следующем выпуске. Желаю вам мира.